Попал под раздачу. Неожиданно пошел дождь. И так хорошо пошел. Блин. Так, где я нахожусь? О, детектор мой. Это склады боепитания. У немцев здесь какие-то помещения были. Эти склады, может, какие-то казармы, я не знаю. Все обрушается уже. Рушится. Надо, чтобы не завалилось при мне. Такое вот помещение. Если бы нет помещения, не знаю, что было бы. О, там где-то люди идут. О, народ потихонечку эвакуируется. О, даже на 2 машинах. Да, как-то неудачно ребята приехали. Даже не видел я их. Отдыхающие. Но дождь идет. Что делать, не знаю. Буду ждать. Дождь зарядил, так чувствую, надолго. Пока поизучаем наскальную живопись. Что здесь потомки оставили. 58-й год. 55-й год. О, Саид Ахметов, 57-й год. Магомедов, 57-й год. Да. Служили здесь ребята. И служили по 3 года. Пятый, 58-й год. Наскальные росписи. Дождь не прекращается. Так, сегодня работаю с обыкновенными наушниками, с дебильниками, как я их называю. Вон переходник. Почему? Здесь ходят люди, то есть чтобы слышать сигнал, и чтобы мой сигнал никто не слышал. Я с них даже снял прокладки герметичные, чтобы слышать все, что происходит вокруг. И слышать сигнал металлодетектора. Потому что сигнал металлодетектора слышно очень далеко. Я сам тут недавно слышал. Метров за 100 точно его слышно. Поэтому сам светиться не хочу. И хочу слышать все, что происходит вокруг. Это, конечно, не показатель. Но если я одену свои наушники герметичные, я ничего слышать не буду. Так что вот так вот. Сегодня хожу с обыкновенными наушниками. Другого выхода у меня нет. Так, тут уже походили. Вон траншея, вон яма, вот ямы. То есть тут уже народ походил. Вот, почти свежая, месячной давности. Не закапываю за собой. Так, сейчас я посмотрю, что товарищи после себя оставляют. Вон большая яма. Проверю, есть ли что-нибудь еще на выбитых местах. И так ли аккуратно все народ выбивает. Проверю. Все, я готов. Катушка 15 дюймов. Все, начинаю. Вот первый сигнал. Видите, вы его не слышите. Вот я его штыком лопатой определил, его размеры, тем местом, где я остановился. Ну, первый сигнал — железка. Посмотрю, что это за железка. Посмотреть. Болт
с резьбой. Использовался в немецких бункерах и дотах. Это скорее что-то дверное. То есть использовался в дотах железобетонных как крепление. Ну, с почином. Теперь буду знать, что здесь такие штуки валяются. Так, напал на цвет. Плохо, что вы не слышите. Но я не могу включить на звук. Ну, цвет. Сейчас буду смотреть, что это за цвет. Вот что-то крупное. Вот если видно, где вот я отметил, что ком лопаты размер. Ну так. Полметра на полметра. Сейчас посмотрю, что здесь может быть. Копать глубоко не пришлось. Это элемент свинцовой батареи аккумулятора. Как хорошо звонил. ДД-катушка 15 дюймов. Шикарно разделяет цели. Вот среди железа, который где-то шел на минус 6. Шикарно выцепила. Дюраль. Алюминий какой-то. Ну, что-то похоже на дюраль. Выцепил цель. Глубины где-то в штык. Четкий сигнал был. Да, куча всякого железа и цветняк. После того, как я достал цветняк, вот еще одну цветную цель достал среди кучи железа. И хочу сказать, что на месте, где ребята уже прошлись. И прошлись очень хорошо. Видите, это они на отвале, то, что они откидывали лопатой, когда рыли. Вот цели. Не знаю, что это за пуговица. Ну, по крайней мере, пуговица. Будем смотреть дальше. Это элемент немецкого дота. Место, скорее всего, для хранения боезапаса. Армированный бетон. Да, хранилище. Просто хранилище. И хранился боезапас. Даже вентиляционные шахты еще сохранились. Навесы. Навесы. Ну, скорее всего, болт, что я нашел, он принадлежал этому хранилищу. Ну, среди железа пробивается цветной сигнал. Вот я слышу четко его. Где-то вот здесь. Сейчас посмотрю, что здесь может быть. Вот четко пробивается. Прям слышу его. Вот, пожалуйста. Четкое разделение двух целей. Цвет мед. Я даже не знаю, что это. Какая-то цветняга. Звонила хорошо. И железяка. Практически они лежали вместе, рядом. Вот они. Вообще рядом. Может быть, на удалении 2-3 сантиметров друг от друга. Вот. Разделение целей 15-дюймовой катушкой. Очень хорошее. Даже рад этому. Вот это я даже не знаю, что это такое. Ну, сигнал был крупный достаточно. Поэтому я и стал копать. Железяка с примесью ржавчины выдавала. Но объект был крупный. Конечно, если это был бы лучше горшок, набитый золотом, чугунный. Ну, тоже горшок. Да, глубина такая хорошая была. Это штык.
принципе, кто знает, скажите, что это такое. Что с ручкой. Блин, фига себе. Сколько здесь железа в земле лежит еще. В предыдущих видео я интересовался, почему столько много кусочков цинка там, где я хожу. Вот вам и отгадка. Скорее всего, когда здесь была воинская часть, очень много поступало цинка. Именно листов цинковых. Может быть, для ремонта, может быть, для хранения, я не знаю. Вот он, цинк, лист. Если видите, вот пробито гвоздями, значит, использовался где-нибудь на крыше или на каком-нибудь перекрытии. То есть это просто большие листы цинка были. Использовались как кровельный материал, как кровельное железо. Вот вам и разгадка. Почему много кусочков цинка. Вот такой маленький кусочек. Увидел 15-дюймовая катушка на глубине где-то сантиметров 15-20. Да, он долго за ней гонялся. Вот, очень хорошо. Достаточно мелкая цель. 7-герцовой катушкой. Это радует. Грузила для спиннинга. Звонила от 10 до 18. Звук был чистый. Свинец, что вы хотите. Почти как золото. Звонила превосходно. Груз. Грузила. Ну, пригодится в хозяйстве. Знаешь, когда ходил на рыбалку здесь. Думал, уже клад. Оказалось, крышка от банки с краской. Кстати, она дюраль. Да, сколько сантиметров, наверное, 50. В таком месте, в принципе, нормально, где могло быть. Да. Крупная цель оказалась крышкой. Еще лежала плашмя. Вот вынесло, раздуло ветром, кто-то вытащил из отдыхающих снаряд. Обыкновенный снаряд. Добра здесь чувствую, как они здесь эпизодами. Никто не очищает ни пляж, ни дюны. Валяется все в огромном количестве времен войны. Обыкновенная железная банка. Консервы. Судя по наносу песка, ей лет 20. Да. А сигнал хорошо прыгал. Ржавчина, коррозия. Меняют сигнал. Банка. Здесь был дом. Вот остатки дома. Кирпич. Битая щебенка. Какие-то элементы конструкции. Вот там даже подоконник, я вижу, вдали лежит бетонный. Вот это гвозди. Это гвозди кровельные. Вот они. То есть крыши уже давно нет. Гвозди остались. Вот они. Гвозди. Судя по фактуре, по кирпичу, это все немецкое. При нас здесь ничего не было. В этой куче железа что-то искать ценное, это, конечно, бесполезное занятие. Есть только брать и все просеивать. Но на это нет ни сил, ни времени, ни средств. Или другой вариант. Идти сверху и посмотреть, что выдуло. Попадаются иногда. Я так находил монеты на одном месте. Постоянно, штук, наверное, 20 нашел фенингов. Тоже выдувало пляж.
И нашел железяки. Да. Тут уже и наши туристы постарались, конечно. Добавили своего железа и мусора. Вот, народ купается вовсю. Вода градусов 20-22. А здесь был дом. Звонило хорошо, как 42 в песке. Даже не знаю, похоже на мыльницу. Я даже не знаю, что это такое. Вот защелки есть по бокам. Какая-то шкатулка. Не знаю, что это. Я, конечно, рискну сказать. Да, это мыльница. Вот подставки есть. Раз, два, три, четыре. А чья это, я не знаю. Да, это мыльница. А я уже губу раскатал. Вот это люди бывают голодными. Так, шампур загнуть. Вот шампур. Да, сильно кушать хотелось кому-то мясо. Сегодня 4 июля. Никого. Пустые пляжи. Тот спас в свое время. Народу никого. Вода теплая, народ купается. Те, кто приехал. Нет, если бы, конечно, пляжи почистили, дюны бы освободили от боеприпасов времен Второй мировой войны, поставили бы туалеты, кабинки, спасатели, народ бы, конечно, я думаю, поехал бы на побережье. А так, вообще пусто. Приезжай, кто хочешь, и отдыхай, сколько хочешь. Сейчас купаться пойду. Еще по пляжу похожу.